Если я не ошибаюсь, то где-то года 2 назад, ну может быть 1,5, в игре появились отличительные навыки, которые поначалу вызывали недоумение и вполне справедливый вопрос о том, а не будет ли теперь у одной из когорты игроков заметное преимущество по сравнению с другими игроками. Речь, конечно же, идет о шоу-таймовских навыках. Да, если кто не в курсе, это по большей части именно шоу-таймовские навыки, которые с прошлого лета стали появляться и у эпических игроков тоже. Но время не стоит на месте, карточки надо продолжать выпускать, продавать, надо привлекать к ним лишнее внимание. А как это еще можно сделать, если не привлекать для новых эпиков новые навыки? Таким образом, навыки постепенно продолжают появляться в игре, и не так давно в eFootball завезли очередной навык под названием Acceleration Burst. Немножко о нем и в целом об имеющихся навыках сегодня предлагаю поговорить поподробнее. Посмотрим, насколько сильно успела измениться игра с этими навыками и не убивают ли они eFootball в лишний раз. Приглашаю вас в комментарии для ведения дискуссии, ну и не забывайте подписываться на этот канал, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Первое впечатление от новоиспеченного навыка, а именно Acceleration Burst, были достаточно специфические, потому что, было понятно, что данный навык направлен как раз-таки на игроков, которые умеют водиться, которые любят играть на скорости, на дриблинге, и казалось, что в лишний раз для таких игроков появится лишнее преимущество. Но опять же, как я отмечал в одном из предыдущих роликов, после того, как я встретился с парой-тройкой соперников, у которых были новые карточки с этим навыком, не сказать, что прям все плохо, то есть, как и любые другие навыки, это по сути контрится. То есть самая первая мысль, которая прозвучала из моих уст еще года 2 назад, когда появились первые навыки, они не то чтобы убивают игру, с ними можно играть и можно противостоять, хоть и в лишний раз это бывает достаточно трудновато. Проблема здесь в другом, не такая, которую я озвучивал пару-тройку лет назад, и она связана уже даже не столько с самими навыками, сколько с игроками, которые эти самые навыки раздают. По сути, мы продолжаем наблюдать все те же самые карточки, все те же самые модельки, просто с добавлением этих самых новых навыков. Я это к тому, чтобы добавлять новых игроков, заключать новые амбассадорские соглашения. Konami лишь добавляет для все тех же самых футболистов просто новые навыки и по сути перевыпускает одни и те же карточки, одни и те же модельки из года в год, и это повторяется уже несколько частей подряд. И я думаю, что здесь трудно поспорить, что в 25-й части мы наблюдаем такое нередко. То есть достаточно часто появляются эпические паки, которые повторяют прошлогодние вариации, просто с немного улучшенными цифрами и наличием отдельного навыка, которого не было у футболистов в предыдущий раз. И это, скорее всего, ожидает всех других футболистов, которые, возможно, появились в игре впервые и появятся в дальнейшем. Как-то, например, вот сейчас происходит с Киелини. Он появился в игре, что интересно, без навыка, и, скорее всего, через полгода, может быть, через год, он появится в eFootball вновь, только уже с каким-нибудь воздушным фортом, или с фортресом, или с другим навыком, который присущий защитникам. И получается такая ситуация, что с перевыпуском все тех же самых карточек, с появлением новых навыков, уже скоро не останется составов, в которых ни одна из позиций не будет иметь хоть какого-нибудь отличительного навыка. И все, начиная от нападающих и заканчивая вратарем, правда у вратарей пока что нет навыка, но тем не менее, все они будут иметь свои отличительные шоу-таймовские-эпические навыки. Плохо ли это? И да, и нет на самом деле. Если вы умеете играть, то в принципе всему этому можно противостоять. Но с другой стороны, есть немало пользователей, которые строят свою игру именно что на спаме этими навыками. Далеко ходить не приходится, за примером, это банально навесодрочеры, которые подкрепляют свой успех наличием тех же самых нападающих, у которых есть голова молот. А учитывая, что в базе данных появился Ян Коллер, мы все с вами понимаем, какой навык ему именно дадут. И кто именно будет использовать эту карточку. В то время как игроки, которые не донатят, фри
фри-то-плейщики будут отбиваться своими около ГПшными карточками. Опять же, если вы умеете играть, это не проблема, но общее положение дел не самое радужное, как по мне. В качестве аргумента перевыпуска карточек, который я и сам нередко использую, можно отметить, что перевыпуск старых карточек, старых игроков с новыми навыками, с улучшенными цифрами — это лишняя возможность для тех, у кого нет этих игроков, нет этих карточек, кто начали играть не так давно, есть возможность ими обзавестись. Но с другой стороны пропадает этакая эксклюзивность, потому что предыдущие карточки таким образом обесцениваются. Мало того, что предыдущие версии, которые крутили игроки, становятся слабее на фоне новых, так и любой желающий, кто начал играть позже этих самых игроков, также может обзавестись и такой карточкой, и такой моделькой, да и которая будет на самом деле получше и по скиллам, и по имеющимся навыкам. В общем-то, как и всегда, я тут нехило так воды налил, одна тема смешалась с другой, но надеюсь, что общую мысль вы мою поняли. А ваше мнение касаемо всего озвученного буду ждать в комментариях под этим роликом. Правда, интересно узнать, что вы думаете насчет навыков, насчет перевыпуска карточек, плохо, хорошо это, какие есть у этого плюсы, какие есть у этого минусы. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши соцсети. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!